Тысячи лет назад и философы, и крестьяне, и правители Древней Греции поклонялись богам, чьи имена до сих пор вспоминают люди. Зевс, Афина, Аид. Кто они такие? Почему даже сегодня, когда мир поделили совсем другие религии, к их образам постоянно возвращаются в книгах, фильмах и играх? Сейчас за 20 минут вы узнаете все, что вам нужно знать о богах Древней Греции. Начнем мы с того, что те, кого принято называть олимпийскими богами, это далеко не все боги, в которых верили древние греки. Были боги и более древние, и более могущественные, такие как Хаос, изначальная пустота, из которой возникло вообще все, Гея, олицетворение жизненной силы и Земли как планеты, Уран, Кронос, Судьба. Как же так получилось, что основной культ, распространенный по городам греческого мира, включал не их, а привычных нам Зевса, Геру, Гефеста, Ареса и прочих? Все дело в мифологической смене власти, благодаря которой новое поколение богов установило свой космический порядок с резиденцией на горе Олимп. Вот как развивались события. Началось все с того, что из хаоса родились первичные фундаментальные силы – Гея, Уран, Ночь, Океан, Тартар. От союза Урана и Геи, кроме таких богов, как Кронос и Фемида, родилось также множество различных чудовищ, например, циклопы и старукие. Своих детей Уран люто ненавидел. Причины не совсем известны. Например, Гесиод пишет, что они были чудовищным видом, но суть в том, что Уран прятал их обратно в Гею, от чего она ужасно страдала. Гея изготовила серп и попросила своих детей разобраться с Ураном. Титан Кронос был единственным, кто не испугался и сверг отца. Вскоре он и сам узнал пророчество, что и его точно так же свергнет его сын, после чего стал пожирать собственных детей. Жена Кроноса Рея спрятала Зевса, отдав Крону вместо ребенка камень. Рея не могла кормить и воспитывать Зевса сама, так как это заметил бы его отец. Поэтому вскормила его легендарная коза Амалфея, а воспитывали нимфы, женские духи природы. Повзрослев, Зевс освободил своих братьев и сестер из живота Кроноса. Но в одиночку даже его сил было недостаточно, чтобы победить. И Зевс, Аид, Посейдон, а также остальные освобожденные дети Кроноса объединились как раз на горе Олимп. И с Олимпа 10 лет вели войну с титанами, богами старого поколения. После победы Зевса Олимп стал символом власти новых богов, поэтому их и стали называть олимпийцами. Необычно, да? В христианской божественной истории революционные силы – это Люцифер и остальные восставшие ангелы – изображаются как злые силы. А вот у древних греков восставшие младшие боги, наоборот, символизируют развитие. Существует несколько трактовок, которые объясняют, что именно запечатлилось в этих мифах о смене божественных поколений, но в целом их можно объединить под идеей о том, что это было ответом на вопрос, а как установился текущий космический порядок. То есть определенно в народной памяти существовала память о временах, когда правил хаос и сила, а не закон, когда старшее поколение ненавидит, боится и угнетает младшее. Греки воспринимали свой мир как цивилизацию, в которой решающим фактором является законность и справедливость власти, а не только право более сильного и авторитет старшего. И этот мир им принес Зевс. Однако мы знаем Зевса в первую очередь как бога грома и молний, а не вот этих вот абстрактных понятий типа справедливости, законности и так далее. Откуда взялись молнии? Тут дело в том, что представление о верховном божестве как о боге грома – это вообще общая черта почти всех древних индоевропейских культур. Индра, бог грома в Древней Индии, в Ригведах выступает как верховное божество. Яхве, единый верховный бог древнего Израиля, часто является окруженный молниями. Да тот же Перун, славянский бог грома и молний, в системе князя Владимира был также объявлен верховным божеством, согласно повести временных лет. Можно сказать, что молния – это символ такого божественного орудия правосудия. Зевсу же молнии дали циклопы во время войны с титанами. Так что, по сути, молния для него и символ его власти, и то, благодаря чему он стал верховным божеством. Как драконы у Таргариенов. Последний аргумент, против которого не пойдешь. В античной Греции клятва именем Зевса – одна из самых древних и торжественных форм клятв. По сути, это был аналог выражения «Богом клянусь», то есть это было утверждение истины, подчеркивающее серьезность и искренность речи. Также то, что если ты говоришь ложь, то тебя поразит молния с небес – это мифологические следы того, что верховный бог грома и высшей справедливости следит за твоими словами и не позволит мировому порядку нарушиться.
Весь эллинский мир, то есть все сообщество городов-государств, говорящих на кайне, общегреческом диалекте, были также объединены культом 12 богов-олимпийцев. 12 – это особенное число, связанное с космосом и, вероятно, заимствованное у вавилонян, которые на момент зарождения греческой цивилизации уже много веков занимались астрономией и математикой. Это вавилонские астрологи разделили год на 12 месяцев, день на 12 часов, а зодиакальный круг на 12 созвездий. А греки совершенно не стеснялись заимствовать лучшие наработки других цивилизаций и взяли к себе на вооружение 12 как священное число полноты. Так кто же входил в этот список 12 олимпийцев, кроме Зевса? 10 следующих позиций в списке были везде и всегда одинаковыми. А вот про секретного 12-го бога или богиню я расскажу позже. Пока что можете написать в комментариях, кого вы ожидаете там увидеть. А сейчас давайте пройдемся по ключевым богам пантеона. Гера – богиня брака, семьи и законной власти. Ее символы – павлин, корона и скипетр. Как супруга Зевса, она часто изображается ревнивой и гневной, особенно по отношению к его многочисленным любовницам. В мифе о рождении Геракла Гера пытается убить младенца, посылая к нему змей. Интересно, что имя Геракл означает «во славу Гере», так как свои подвиги он совершает, как раз преодолевая ее ненависть, и таким образом становится героем. Еще один неожиданный факт. Гера пользовалась особым почетом в Спарте. Казалось бы, Спарта – это самый военизированный полис, и ожидается, что там будет культ бога войны, ну или, например, Зевса. Но логика тут вот какая. Брак и рождение детей в Спарте рассматривалось как главный гражданский долг. А Гера была не просто богиней брака, она, в отличие от Зевса, никогда его не нарушала. А умение держать свою клятву в таком обществе, как Спарта, считалось самым важным проявлением чести и дисциплины. Афина – богиня мудрости, ремесел и стратегической войны. Символы – сова, оливковое дерево, шлем, копье и такой важный артефакт, как эгида. Помните козу Амалфею, которая выкормила Зевса? После ее смерти накидку из ее шкуры подарили Зевсу. Она обладала волшебными защитными свойствами, и он подарил ее Афине. Но Афина украсила ее также головой медузы Горгоны, что дало еще плюс 10 к защите. От этой накидки произошло выражение «находиться под эгидой чего-либо», то есть быть под защитой каких-то могущественных сил. То, что Афина богиня мудрости, проявилось и в том, каким способом она была рождена. Зевс буквально родил ее из своей головы, причем прямо в доспехах. Посейдон – бог морей, землетрясений и лошадей. Символы – трезубец, дельфин, внезапно конь. Посейдон не просто связан с конями, он их создал, ударив трезубцем о землю. Вообще ударять трезубцем о землю – это любимое занятие у Посейдона, поэтому его связывали и с землетрясениями. Также Посейдон связан с мифом о споре за Афины. Согласно этой легенде, когда царь Афин выбирал бога-покровителя города, то Посейдон в своей манере ударил трезубцем по скале и вызвал соленый источник, а Афина предложила оливковое дерево. Считается, что этот миф отображал то, по какой модели Афины выбрали развиваться. Посейдон олицетворял более архаичную власть, основанную на силе и завоевании. Да, это мощь, но ее тяжело контролировать. А Афина представляла новую, более устойчивую и стабильную модель города, которая делает упор на развитие ремесел, политики и образования. Артемида. Вечно юная и стройная богиня охоты и покровительница всего живого на земле. Символы – лук, олень, луна. Как и многие другие боги, Артемида сочетает в себе несколько противоречивых черт. Так, например, она является богиней целомудрия, но в то же время именно к ней обращались для помощи в родах. Известно, что Артемида была покровительницей Крыма и Херсонеса. Так, например, знаменитая античная трагедия «Ифигения в Тавриде» рассказывает про то, что Артемида перед походом на Трою приказала принести Агамемнону, предводителю греков в Троянской войне, в жертву свою дочь Ифигению. Агамемнон послушался, но в последний момент Артемида сжалилась и перенесла девушку в свое святилище в Тавриде, а на жертвенном костре оставила вместо нее лань. Весь сюжет трагедии происходит в Крыму и начинается с того, что брат Ифигении Орест должен в искупление своих грехов привести знаменитую статую Артемиды Таврической в Грецию. Задание усложняется тем, что всех чужеземцев в Тавриде приносят в жертву Артемиде, сбрасывая со скалы. Эта трагедия и описание античных путешественников вдохновили археологов. Уже более 200 лет они пытаются найти следы этого знаменитого храма. Сейчас считается, что скорее всего он располагался в районе мыса Фиолент, о чем интуитивно догадался Пушкин и написал:
К чему холодные сомнения? Я верю, здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения. Аполлон – бог света, музыки, пророчества и исцеления. Символы – лира, лавр, лук, солнце. Важно знать, что Аполлон и Артемида – близнецы, и если Артемида использует свои стрелы для охоты, то стрелами Аполлона Гомер называл чуму, которую бог наслал на войско греков во время Троянской войны за то, что Агамемнон оскорбил жреца Аполлона. А более поздние философы, например, неоплатоники, называли стрелами Аполлона озарение, которое он может направить в душу, если она готова его принять. Один из важнейших мифов про Аполлона – это его убийство змея по имени Пифон. Этот змей охранял вход в святилище в Дельфах, которое Аполлон захотел себе. Пифон был гигантским чудовищем, обвившим 9 раз камень Амфалос – пуп земли. Чтобы победить Пифона, Аполлону пришлось выпустить в него 100 стрел. После этого Аполлон смог разместить в Дельфах свое святилище, где и располагался знаменитый оракул, жрица которого в честь Пифона называлась Пифией, и за предсказаниями к ней обращались многие цари и политики. Афродита – богиня любви, красоты и соблазна. Символы – роза, раковина, голубь. Она родилась из морской пены и вышла на берег острова Кипр, поэтому ее часто называют Киприда. В мифе о яблоке раздора Парис отдает яблоко Афродите, но не совсем за то, что она была самой прекрасной. Тут Парис не мог выбрать между ней, Герой и Афиной, а за то, что Афродита пообещала ему любовь с самой прекрасной женщиной – Елены. Поэтому в Троянской войне Афина и Гера выступили против Трои, а Афродита, наоборот, поддержала Париса, принца Трои. И да, Афродита прямо сражалась в доспехах вместе с остальными богами. В Трое сражались и люди, и герои, и боги. И даже была ранена. Гомер описывает, что когда Диамет, царь Аргоса, ранил Афродиту, то из раны полилась не кровь, а особая божественная золотая жидкость, называемая ихор. Гефест – бог огня, кузнечного дела и ремесла. Символы – молот, кузнечные клещи и вот такая рабочая шапочка. Гера зачала и родила Гефеста сама, в отместку за то, что Зевс родил Афину. Но когда Гефест появился на свет, Гера увидела, что он родился хромым и скинула его с Олимпа в море. Море приняло его и воспитывала молодого бога морская нимфа Фетида. Все это время Гефест занимался своим любимым занятием – сидел в кузнице и ковал. Он решил отомстить Гере за то, что она отказалась от него, и изготовил в подарок для нее искусный золотой трон, который приковал ее невидимыми оковами. Когда Гефест все-таки освободил свою мать, она приняла его, разрешила остаться на Олимпе и дала в жены Афродиту. Гермес – бог торговли, хитрости, воровства и проводник душ в царство мертвых. Символы – жезл кадуцей, крылатые сандалии и шляпа. На 4-й день после рождения Гермес вылез из пеленок и отправился воровать. Он украл 50 коров из стада Аполлона и привязал к их ногам ветки, чтобы их нельзя было найти по следам. Загнал коров в пещеру, а сам вернулся в колыбель. Когда Аполлон через искусство прорицания увидел, кто похитил часть его стада, он пришел к колыбели Гермеса, а тот начал оправдываться, что он слишком мал для таких дел. Тогда Аполлон понес Гермеса прямо в пеленках к Зевсу. Зевса вся эта ситуация очень развеселила, но он сказал Гермесу вернуть брату коров. Пока Гермес показывал Аполлону, где он спрятал украденных коров, он смастерил свирель и начал на ней играть. Аполлону так понравилось изобретение, что он решил подарить мальчику свой посох процветания и изобилия. Гермес увидел 2 борющихся змей и решил проверить на них действие волшебного посоха и воткнул его в землю между ними. Змеи тут же перестали драться и обвили посох с 2 сторон. Гермесу так понравилась эта картина, что он сделал их частью своего посоха. Этот посох, который называется кадуцей, является международным символом дипломатии и красноречия. Арес – бог яростной, кровавой войны. Символы – копье, шлем, коршун. Поскольку война в древние времена составляла значительную часть жизни, то есть аж 2 божества, отвечающие за войну – Арес и Афина. И к Аресу сами греки относились достаточно настороженно. Есть мифы, в которых даже Зевс говорит, что Арес его самый нелюбимый ребенок, как раз из-за его кровожадного характера.
В Илиаде Арес выступает на стороне троянцев и сражается против Афины, и Афина побеждает его, так как Арес импульсивный, а Афина все продумывает стратегически. Арес был возлюбленным Афродиты, и она часто изменяла с ним Гефесту. И один раз Гефесту это настолько надоело, что он решил сделать золотую сеть, чтобы поймать их за этим делом и показать всем остальным богам, какая Афродита позорница. Но получилось не очень, и Гермес даже сказал что-то вроде, что кто бы не хотел оказаться на месте Ареса. Гефест понял свой промах и всех освободил. Диметра – богиня земледелия, урожая и материнства. Символы – венок из колосьев, маки, корзина с фруктами. Это была очень важная богиня, особо почитавшаяся в греческих колониях, в которых вся экономика держалась на выращивании пшеницы. В самой Греции земли, подходящей для этого, было очень мало. Самый известный миф связан с историей о похищении ее дочери, Персефоны. И то, что эти два божества всегда идут в паре, это следы очень древнего культа двух богинь, матери и дочери, отголоски которого встречаются по всей Евразии. Пока убитая горем Диметра искала по всему миру свою дочь, урожаи перестали всходить, а люди начали гибнуть. Безутешная Диметра пришла в город Элевсин, где остановилась в доме царя Келея. Она была там тепло принята и в благодарность научила жителей Элевсина возделывать землю, сеять зерно и проводить ритуалы в ее честь. Этот город стал религиозным центром, где проводились элевсинские мистерии, один из важнейших обрядов Древней Греции. Ну а когда Аид, бог подземного мира, вернул Персефону, то вся земля снова расцвела. Правда, он схитрил. Когда Персефона была в его царстве, она съела несколько зерен граната, и поэтому она должна была выйти за Аида замуж и полгода проводить в царстве мертвых, а другие полгода у матери на земле. Через этот миф древние греки объясняли смену времен года. Когда к Диметре возвращается ее дочь, наступает весна. Когда она спускается в мрачное царство Аида, наступает осень. Ну что ж, перейдем к 12-му секретному ингредиенту. Если вы подумали, что это Аид, то вы не правы, и сейчас расскажу почему. Аид – владыка царства мертвых и подземного мира. Символы – кипарис, двузубец, черный конь. Так как древние греки были крайне жизнелюбивой культурой, то про Аида известно очень мало. Лишний раз его имя предпочитали не произносить и называли его «тот, кто внизу». Царство мертвых, по представлениям греков, не представляло из себя ад. Кстати, слово «ад» произошло как раз от имени Аида, где души тех, кто вел неправедную жизнь, будут мучиться. Жизнь после смерти у всех людей, если ты не полубог или герой, была похожа на форму существования в виде тени, отблеска от того, кем ты когда-то был, без памяти и без эмоций. Так как Аид не занимался посмертным судом и мучениями, то основной его деятельностью было следить за тем, чтобы никто не нарушал границы мира живых и мира мертвых. Так что он воспринимался как мрачный и суровый, но справедливый бог, поддерживающий миропорядок в своем царстве. На Олимпе же он появлялся очень редко, поэтому и не входил в список 12 олимпийцев. Все-таки олимпийцы занимались в основном тем, что происходит в мире живых. Так кто же все-таки был на 12 месте в списке олимпийцев? Ну, в более древние времена это была Гестия, богиня домашнего очага, жертвенного огня и дома. Символы – священный огонь. Это очень древнее божество, символизирующее сам огонь или очаг. По сути то, что делает место священным, будь то дом или храм. Когда Прометей похитил огонь, он похитил как раз огонь Гестии. По некоторым версиям она отдала его сама. Хотя в более поздние времена она уступила свое место в Совете Олимпийцев другому богу, любое жертвоприношение начиналось с жертвы Гестии. Ну и, наконец, бог в поздней традиции, включавшийся в 12 олимпийцев вместо Гестии. Это Дионис, бог виноделия, театра, вдохновения и религиозного экстаза. Символы. Тирс – это вот этот жезл с шишкой, олицетворяющий производительные силы природы, плющ, виноградная лоза и козел. С козликом и мифологией Диониса связано возникновение жанра трагедии. Слово «трагедия» означает «козлиная песнь», и возникла она как раз из религиозных песней и постановок, которые использовались во время мистерий Диониса. Дионис стал всенародно любимым богом из-за того, что вся греческая культура была построена на рационализме, законности, умению держать себя в руках, а культ вина и праздники Диониса позволяли всем расслабиться, поплакать, посмеяться в театре, побуйствовать. Плюс еще Дионис – это умирающий и возрождающийся бог.
В орфической мифологии он отождествляется с Загреем, которого разрывают титаны, после чего он возрождается. Это отображает и идею бессмертия души, и символизирует виноград, который умирает, чтобы превратиться в вино, то есть продолжить жизнь в новой улучшенной форме. В общем, Дионис своим живым характером и трагикомической составляющей отлично дополнил совет олимпийцев. Как можно заметить, каждый бог или богиня в пантеоне отвечает за проявление в мире какой-то своей особой силы. В целом можно сказать, что греки представляли богов как некоторую личность, которую увидеть человек напрямую не может, он просто не выдержит. И эта личность управляет какими-то силами. Это может быть сила любви, или сила жизни, или сила власти. Короче, это что-то неподконтрольное человеку, но то, от чего он зависит. Интересно, что в язычестве вообще редко возникали конфликты по теме того, кто каким богам поклоняется. Египтян греки так вообще уважали за то, что они по сути открыли всех тех же богов. То есть для них египтяне были молодцы, так как провели исследования и выяснили, что есть силы, к которым можно особым ритуальным образом обратиться, и они тебе помогут. Но почему такая идея возникает в самых разных человеческих обществах? Почему, когда путешественники обнаруживают какие-то племена, которые жили тысячи лет отдельно от остальной цивилизации, у них, скорее всего, будет своя мифологическая система и своя система богов, а не научная картина мира, например? Ведь научное знание следует из того, что можно посмотреть и потрогать, провести эксперимент. Казалось бы, оно гораздо более применимо в жизни и дает лучшие результаты. Те, кто гораздо сильнее зависит от природы и не защищены прослойкой цивилизации, должны, по идее, больше стремиться выяснить, как что работает на деле, а не полагаться на то, что их услышат невидимые сущности. Одна из теорий описывает это свойство нашего восприятия как когнитивный механизм, избирательно настроенный на выявление одушевленных агентов. В двух словах, если есть какое-то движение или какое-то изменение в окружающей среде, будь то шорох листвы или внезапная эпидемия болезни, мозг подает идею, что за этим должен стоять кто-то одушевленный, какая-то личность со своей волей. Эта концепция получила название гиперактивного детектора агентности. Антропологи и психологи предположили, что эволюционно, при недостатке информации, лучшей стратегией для выживания было перестраховаться и предположить, что за шорохом, движением или каким-то другим тревожным сигналом стоит кто-то одушевленный, чем проморгать опасность, хищника или врага и потом сожалеть. Поэтому у детектора наличия кого-то одушевленного в нашем мозгу понижен порог чувствительности, и он срабатывает на все случайные и непонятные события. Всем нам знакомо ощущение, когда, например, в темноте в груди одежды мерещится страшное лицо, или когда мы в шуме в соседней комнате мгновенно предполагаем полтергейст или какого-то другого намеренного деятеля. В жизни человека, что современного, что древнего, существовали области, в которых то, что он может изменить, очень ограничено. Например, то, полюбит ли тебя в ответ парень или девушка, заболеешь ты или выздоровеешь, посетит ли тебя вдохновение. Создается впечатление, что любовь, талант, здоровье и рождение детей зависят от некой силы. Кажется, будто она распределяет их между людьми. А раз есть сила, есть сигналы, есть неравномерное распределение, то вот этот гиперактивный детектор чувствительности тут же срабатывает и создает ощущение, что за этим есть одушевленная личность, которая этим занимается. Поэтому то, что с точки зрения логики кажется более очевидным, надо проводить эксперименты, исследования, выяснять, как работает, например, медицина, что повышает шанс выздоровления. С точки зрения бытового мышления, которое у нас лежит в базе нашего поведения, оказывается наоборот, менее очевидным. И в развитии цивилизации люди сначала приходят к концепции богов, а потом, если у них будет достаточная база для развития науки, уже к научному методу. Кроме того, можно заметить, что если в христианстве или исламе Бог – это абсолют, у него не может быть пороков или морально сомнительных поступков, то в пантеоне древних греков морально сомнительные поступки у высшего начальства сплошь и рядом. Такое непонимание у тех, кто знаком с современными религиозными системами, вполне естественно. Религия в современном мире – это нравственная и догматическая система. Библия и Коран – это этические кодексы. Они содержат правила, которые задают моральные координаты. Так же, как, например, аксиомы в геометрии задают правила, от которых отталкиваются уже остальные теоремы и доказательства. А мифы – это именно художественная, описательная система, которая объясняла происхождение мира, богов или обычаев.
Боги в древнегреческой религии – это олицетворение неких неподконтрольных человеку сил, с которыми, самое главное, уметь договариваться. С точки зрения человеческой морали ты можешь сделать даже какой-то ужасный поступок, но если ты правильным образом почитаешь богов, то технически ты будешь благочестивым человеком. Например, Геракл в приступе безумия убил свою жену и детей, но потом он совершил 12 подвигов в честь Геры и стал героем. Потому что относительно богов он все сделал правильно, он совершил подвиги в их славу. Так что же получается? Мифы и боги Древней Греции – это пережитки архаической культуры, которые никак не важны в современности? Ну нет, так точно нельзя сказать. Мифы о богах и устройстве мира полны интересных идей и образов, которые насыщают культуру и философию. В конце концов, стрела Купидона, которая поражает тебя в сердце, гораздо лучше передает состояние влюбленности, чем сухой перечень биохимических реакций. Чувство, которое просыпается весной, когда на деревьях набухают почки и все начинает оживать, действительно похоже на ощущение, что какая-то божественная сила жизни вернулась на Землю. И образ того, что эта Персифона возвращается из царства мертвых, отпечатывается напрямую в душе, в обход разума. Есть мнение, что философия зародилась как результат того опыта, что греки переживали в элевсинских мистериях. То, что театр зародился в мистериях Диониса, я уже говорила выше. Да и в целом древнегреческие философы часто отталкивались от мифов, как от всем понятной системы образов. У Зенона был корабль Тесея и пример с Ахиллом и черепахой. У Платона был и миф об Атлантиде, и миф о Золотом веке, и собственные мифы он также сочинял. Но еще важнее помнить, что религия – это всегда про договор между людьми и высшими силами. И в любой такой системе предполагается, что для достижения каких-то целей люди должны чем-то жертвовать. В архаичные времена, в случаях всеобщей угрозы, для избавления от эпидемии или победы в войне, те же древние греки довольно часто приносили в жертву собственных детей. Жертвы, включая даже детей, воспринимались как высшее проявление готовности поступиться личным для общего блага. Такие поступки вызывали уважение в обществе, и греки тут не были каким-то исключением. Потом, вместе с ростом цивилизации, философии, этики, общество пришло к тому, что лучше принести меньшую жертву и получить меньшую помощь от высших сил, больше справиться самим, но, например, сохранить жизнь ребенку. Перешли на жертвы животных, потом перешли на бескровные жертвы. И помимо того, что мифы и древние религиозные системы рассказывают нам увлекательные сюжеты, показывают яркие поэтические образы, они еще и рассказывают историю о самом человечестве и о том, как менялись условия договора между людьми и чем-то большим, по мере того, как развивалась человеческая цивилизация. Хотите продолжение или разбор конкретных мифов? Жмите лайк, подписывайтесь и пишите в комментариях, кто ваш любимый бог Олимпа.